Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 1 сентября по 3 сентября 2021 года. Это время уже 4-й фазы, убывающая луна в знаке Рак. Мы находимся в городе Измаил и живем здесь и работаем. Это юг Украины. И независимо от того, где мы живем и где вы живете, вы можете с помощью московского времени в интернете определить время своей страны, время своего региона, когда что можно сделать. У нас все агрогороскопы по московскому времени. Итак, начнем. Уже новый формат, и он мне тоже очень нравится. Ваши предложения, вы молодцы, что подаете идеи, а мы их осуществляем. И смотрите, с 1 по 3 сентября, и мы рассматриваем, что мы можем сделать до 1 сентября, и что можно сделать после 3 сентября, как распределить все виды работ. Итак, 31 это еще близнецы. 1 переход Луны из знака Близнецы в знак Рак, 8 часов 26 минут. Поэтому 31 у нас еще никаких посевов, ничего мы не делаем, но зато уже после 9 часов в Раке 1 сентября можно уже приступить к посевам. Что сеем? А сеем, это 4-я фаза, убывающая Луна, редис. И очень хорошо получаются сидираты. Причем посевы можем проводить и 1 сентября, и 2 сентября. А вот 3 сентября, казалось бы, Луна в знаке Рак, но и до 18:59 минут. Но у нас Луна без курса. 8 часов 59 минут. Начинается вот эта спячка нашей Луны, отдых. И потом переход уже 18:59, 19, переход в знак Лев. Поэтому посевы 3 сентября не рекомендуются. И уже 4, когда уже будет Луна в знаке Лев, можно будет в северных регионах высаживать озимый лук и озимый чеснок. Знак Лев покровительствует этим культурам. Так что можете подготовиться, вот эти дни перерыва, подготовиться к этой посадке. Это мы рассмотрели посевы. Далее очень важный момент, рассада продолжается, посадка рассады в теплицы отапливаемые. Второй оборот тоже и зелень высевают, поэтому давайте этот момент тоже рассмотрим, он очень важный. У близнецах мы ничего из рассады не высаживаем. А вот уже 1 и 2 для рассадных растений овощных и цветочных самое хорошее время. Но здесь уже снова же, как и посевы, 3 сентября, хотя это, казалось бы, знак Рак, но здесь у нас Луна без курса. А Луна без курса – это время бесполезное и очень нехорошее время, иногда такие неприятности получаются, поэтому пропустим, не будем высаживать рассаду. Кстати, высаживать рассаду и позже уже во Льве не рекомендуется. Я столько раз пробовала, получается очень маленькая корневая система, и растение не может выдать полностью все, что заложено в его программу для большого хорошего урожая. Итак, у нас для рассады только 2 дня, 1 и 2 сентября. Идем в сад. Очень много работ сейчас в саду. Но в близнецах можно только защищать от вредителей и болезней любыми препаратами. Это уже сейчас можно делать. Ну и зеленые операции тоже. Это можно проводить знак стихии воздуха. Зато уже 1, 2 и 3 никаких вот работ и зеленых операций не проводим. Зато в саду можно поливы, подкормки проводить по растениям, готовить наши растения к зимовке. Здесь сейчас кремний, калий очень хорошо для растений. Можно высаживать землянику. Это можно делать 1, 2, а вот 3 уже высаживать нельзя, зато можно проводить еще поливы и подкормки проводить. И, естественно, защищать растения от вредителей и от болезней. Этого добра нынче хватает. А уже во Льве
Можно будет обрезать растения, можно собирать семена садовых растениях и можно проводить любые зеленые операции, любые обрезки на растениях. Это уже будет 4-го. Перерыв у нас 3 дня для этих работ в саду. Комнатные цветы. Знаю, что многие ждут вот этот прогноз по комнатным цветам. Конечно же, в знаке Близнецы поливов нету, нельзя поливать, а вот защита от болезней и вредителей – это очень хорошее дело. Ну и переносим потихонечку их в дом, в те места, где будут цветы зимовать. И уже 1-го можно, кстати, поливы, подкормки и вот эту пересадку, перевалку растений. Допустим, они у вас жили в саду, и нужно перевалку сделать. Делайте вот это в этом знаке очень хорошо, в знаке Рак 1-го, и это можно сделать 2-го. А вот уже 3-го, когда Луна без курса, вот эти операции лучше не проводить. Это своеобразная посадка рассады. Только не рассады, а растений. Поэтому здесь только поливы и подкормки для цветов. Ну, а 4-го во Льве только защита от вредителей и болезней. Есть, конечно, и те, кто хочет порезать что-то, обрезать какие-то веточки, то можно листики, обрезку провести 4 сентября 2021 года на цветах. Это что касается комнатных цветов. Следующие 2 момента, они взаимосвязаны, я всегда их объединяю. Это поливы и подкормки. Конечно же, в Близнецах, в знаке стихии воздуха, независимо от времени года, нельзя поливать растения, гниют корни, и, естественно, подкормки проводить. Независимо от того, что это цветы комнатные, или на балконе растут, или в саду, вот эти операции не проводятся. Зато уже 1-го, 2-го и 3-го, вот смотрите, поливы, подкормки прекрасно. Только с 9 часов утра можно 1 сентября. Здесь у нас поливы 2 сентября все 24 часа. А вот поливы эффективны уже 3 до перехода Луны в знак Лев, эффективны только до 18 часов. Уже 4 во Льве поливы бесполезны, а подкормки опасны. Зато здесь у нас 1, 2 и 3 можно проводить вечером. Проводим все подкормочки. И даже здесь после полива утреннего можно вечером провести подкормку. Сейчас уже короткий световой день. Если вы проведете 18 часов, это будет еще очень даже хорошо. И вопрос номер 1 сейчас для всех. Заготовки, сбор урожая. И вот эта тема очень важна, и ее можно осуществить 31 сентября в знаке Близнецы, и заготовки, и сборы, и переработка, и закладка на хранение супер. Но уже 1 ночью этот период уже все завершается. И в знаке Рак это знак стихии воды. А воды, когда много, очень быстро портятся все фрукты, овощи, ягоды, картофель. В общем, все, что вы будете собирать в этот период и что будете закладывать на хранение и 1, и 2, и 3, это все нельзя проводить вот эти агрооперации. То есть вы можете завершить это все в Близнецах, а вот сделать перерыв 3 дня. Лучше 3 дня, вечером лучше не делать ничего, здесь переходный период. А вот уже 4 вы можете прекрасно справиться со всеми этими работами. И забрать урожай, и заготовки различные сделать, консервацию, сушка, заморозка, все что угодно. И закладываете на хранение, в погреб, в хранилище любое. Вот это очень хорошее время. Во Льве будет очень хорошо храниться любая продукция. Вот такой сегодня у нас агрогороскоп. Мы его составили для вас по вашим заявкам. Учли, что у нас было в прежнем знаке, можно, что нельзя, и что мы можем сделать в основном периоде этого знака,
и как можно спланировать наперед время, чтобы все работы вовремя сделать и, естественно, все, чтобы получилось у нас замечательно. Желаем вам крепкого здоровья, сил, терпения и выдержки. Очень такие ответственные сейчас дни. Они будут кормить вас зимой и весной и даже часть лета следующего года. Желаем вам всего самого доброго. А мы, Раиса Греченко и Александр Волик, прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Всего вам самого доброго. До новых встреч!